В одной местной рекламе услышала слоган: «Долгие летние дни даются нам для приключений». Дорогие стрельцы, гадание для вас на июнь. Я вам рекомендую и советую приключения. Да, действительно, летом долго светло, много времени для самых безрассудных безобразий. Давайте будем такими. Давайте будем активно жизнь проживать и брать от жизни все. У меня такой посыл к вам сегодня. Карты на выбор. Гигантская Кроули. Карты царские. А вы выбирайте, какие вам больше нравятся. Сверкающие, позолоченные. Таро классическое, хотя не очень. А вот абсолютная классика. Карты Уайта. Очень использованные, замученные. Марсельское Таро, гадаю каждый день на них людям в скайпе. Есть Таро Висконти. Тоже позолоченные, милые, такие старинные, духи Возрождения. А есть очень хорошая карта испанское Таро. 100 карт в колоде, 2 набора старших арканов. Очень показательно иногда бывает. Есть карты по мотивам полотен импрессионистов. Вы пока рассматриваете, думаете, вот давайте посмотрим, у кого, с кем у нас совпадут вкусы, с кем у меня совпадет выбор. Таро кошачий глаз. Отдельно покажу, если вы не видели. Мне кажется, что эти карты редкие. Я их особо ни у кого не наблюдаю. Я имею в виду в продаже. В интернет-магазинах я их не наблюдаю. Таро кошачий глаз. На каждой карте коте. Вот, например, шестерка мечей. Кот в переноске. Сцена из жизни котиков. Один котик или здесь компания будет котиков. И понятно, да, вот шестерка мечей, котик в переноске. То есть он в дороге, дорога. У него меняется дом или может он... Ну, скорее дом меняется. Вот. Потом, мне очень эти карты нравятся. Хотя стрельцов, наверное, я ими не впечатлю. Стрельцы не любят животных. Ну, нет среди стрельцов вот таких вот зоофанатов. Правда же? Вот. А вот, посмотрите, это кто? Рыцарь кубков, какой тоже котик. Все равно знаете, что есть такие карты. Ладно. Ну, поняла я вас, что я вас не впечатлила. Кому, с кем я говорю. Дальше. Есть вот такие вот необычные карты. Ну, у них не очень крупные иллюстрации, поэтому трудно будет, наверное, здесь рассматривать. Это Таро Средневековье, авторское название. Вообще они называются по-другому. Есть повседневный оракул, очень интересный, но он нам сегодня не подойдет. На будущее отложим. Очень оригинальный такой. Есть классического формата Таро Кроули тоже есть. Есть с мультяшными картинками. Вот такая малюсенькая колода. Малюсенькая, потому что здесь только старший аркан. Вот хорошо совет оттянуть из этих карт. Мои любимые Таро цветов. Какой-то цветок на каждой карте изображен. Они очень красивые. Мне очень нравится именно вот дизайн от рубашки до, ну, воплощения. Вот видите, цветочек. Это что? Королева жезлов. Роза. У меня, кстати, здесь не видно, но я как-нибудь сниму, покажу. Распускаются розы всех видов в саду. Есть кустарники, есть такие вот высокие розы, почти с меня ростом. Вот, видите? Это Таро цветов. Тоже, наверное, стрельцам не подойдет, потому что стрельцы как к животным, ну, так и к растениям равнодушны. Давайте уже признаем этот факт. Но все равно досмотрим коллекцию до конца. Да? Это такой медитативный момент. Зачем? Чтобы вы настроились на гадание, чтобы, может быть, новые зрители познакомились со мной. Таро Марчетти. Тоже каждодневное использование идет. Таро поиска, необычные такие какие-то запутанные здесь иллюстрации, но тоже особенная энергетика есть у колоды.
Есть вот двусторонние карты, которые многие зрители уже видели у меня. Видите, без рубашек. С обеих сторон, какую карту не возьми, будет картиночка. Большой соблазн, поэтому для меня карты выбирать. Понимаете, да? Ну, могло бы подойти стрельцам. Кстати, могло бы подойти. Вот это вот секрет Таро. Хорошие такие иллюстрации, тоже здесь красивые. Кстати, почему бы и нет? Можно взять для стрельца очень даже. Давайте отложим. Мне кажется, могут подойти для стрельца именно эти карты. Есть еще вот есть Напо, Таро. Вы выбрали? Остановили вы свой выбор? Какие вам понравились карты? Вы поверили мне вот в то, что стрельцы не любят животных и растения? Ну, нет же ветеринаров-стрельцов, правда? Вот у кого когда-нибудь встречали ветеринара-стрельца? Нет, не бывает такого. Или ведь стрельца-агронома? Нет, только не это. Хотя я допускаю, что кто-то в молодости и мог допустить такую роковую ошибку с профессиональным выбором, да, со своим, пойти в сельскохозяйственную академию, выучиться на агронома. Ну, потом диплом есть диплом. Куда деваться? Все это не ваша, конечно, история, все это не ваша стезя, дорогие стрельцы. Вы совершенно рождены для другого. Все стрельцы должны обучаться только в пединститутах и в семинариях духовных. Об этом, может быть, когда-нибудь мы в моей программе поговорим в рубрике «Вопросы-ответы». Ну, а теперь, безусловно, гадание. Первые 3 карты на работу. Я выбрала, да, для вас секрет Таро. Очень давно я их не доставала, не пользовалась этими картами. А почему, казалось бы? Они неплохие, неплохие. Главное, никаких животных. На работу. Первая карта. Ого, вот та самая 6 мечей. Вот помните, я вам когда показывала Таро кошачий глаз, почему-то вытащила 6 мечей, там вот рассказывал. Но это все не случайно, да? То есть энергетика, тон гадания уже задается даже при подготовке в прологе. 6 мечей выпадает вам на работу. Это дорога, это перемены. Смена работы очень возможна. Прямо вот очень-очень. Причем смена вынужденная. На 6 мечей люди плывут в неизвестном направлении, покидая берег, на котором уже нельзя остаться, и отправляются к берегу, которого еще пока не видно. 6 мечей часто описывает увольнение с работы в никуда. То есть вы пока не знаете, ну, либо в никуда, либо это переход на какую-то другую работу, в которой вы не уверены. Просто не уверены, хорошая или плохая, получится или нет, будет или не будет. А 6 мечей сильно нарушает ваши планы, потому что она описывает всегда перемены под давлением. Потому что вы бы остались на этой работе, вы бы сами никуда и не плыли бы, понимаете? Но обстоятельства давят, компанию закрывают, например, или сокращение какое-то начинается. Оптимистический смысл совершенно эта карта имеет. Все к лучшему, она говорит. То есть здесь роковые перемены для вас, но это к лучшему. Рок вас приведет в итоге к лучшему берегу, к лучшей работе. В минимальном исполнении это, конечно, не смена работы, но все равно перемены в этой должности, в рамках этой компании, перемещение в другой отдел, например, или в другой офис, или даже в другой, может быть, на другой этаж, или, понимаете, на другую должность. Это все равно какая-то вот пересадка, условно дорога, которую вы должны совершить из точки А в точку Б, от пункта А в пункт Б. Для кого-то, может быть, это, кстати, назначение на новую должность. Вроде бы это хорошо должно быть, но 6 мечей говорит, что вы не хотите этого. Ну просто, а кто, если не вы? И для вас это скорее
Печально обременительно, ведь не случайно, видите, здесь на этой карте художник взял такую гамму темную, грустную, цветовую. То есть, в принципе, это не оптимистичная карта. Вы должны вздохнуть по ней и сказать, ну, надо так надо. Вот так вот. Выход на новую работу, если и будет, ну, тут вот соседние еще карты посмотрим. Выход на новую работу, если будет, то какой-то вынужденный. Такой вот, вроде бы вы не хотели на это место, туда идти, но вас, опять же, жизнь выталкивает, обстоятельства заставляют. Так, вторая на работу. Что-то взялись за вас карты. Видите как? Карта башня. Ну, башня, она так называется. На самом деле это же башня, которая разрушается всегда. Да? Видите, там в нее ударяет молния, летят осколки. Вот. Самая главная карта разрушений, старший аркан, она говорит о том, что в работе, в профессии, в бизнесе у Стрельца что-то кончится, причем внезапно и абсолютно противоестественно. То есть тоже это не ваши планы, тоже это не то, что вы радостно ждали, примерно так. Может закончиться просто работа в буквальном смысле. Что проще всего представить? Что заканчивается работа, закрывается компания или по каким-то причинам увольняют именно вас. С таким же успехом вот эти карты могут описывать и внезапный и болезненный конец и вашей безработицы тоже, понимаете? Если вы комфортно привыкли сидеть дома, ну не работать, допустим, просто, то с этими картами вы можете выйти на новую работу, но также как-то срочно, внепланово, против своего желания. Тоже что-то разрушается, что-то хочется спасать, но непонятно, как это спасать. Вот так вот. Башня – это еще и дом строения физически, то есть смена места. Например, если у вас бизнес, вы будете вынуждены перевести ваш магазин в другое торговое помещение, например, в какой-то другой торговый комплекс или на другую улицу. И третья карта на работу для Стрельца – это жрец, карта Иерофант. Самое главное, что советует она очень-очень спокойно и философски к этим переменам подходить. Карта жрец – это карта совести и раздумий, и она очень-очень пассивная. Вот по этой карте получается так, что вы наблюдаете, как разрушается ваша профессия или ваша карьера, и, сложив ручки на груди, благодарно это принимаете, не суетитесь. Собственно, карта и дает вот такие вот советы. Пришло время подумать, может быть, подумать, оценить как-то иначе свой вообще профессиональный путь. Благо судьба помогает. Если у вас действительно вот закончится работа, вот, то, ведь Иерофант здесь есть, не торопитесь выскочить на новую. Знаете, так, в панике, что там остаться без денег, без занятости, куда деваться. Ни в коем случае не торопитесь выскочить на новую. Это вот все, что происходит, это момент, подсказка на подумать. Подумать, задуматься и вообще как-то вникнуть в происходящее. То есть, да, это Иерофант, это отчасти ваш портрет. То есть вы должны быть такими. Вы должны не суетиться, не плакать, не жаловаться, а понимать, что вот эти перемены в работе – часть вашей судьбы. Но это еще и карта может быть расценена здесь как фигурная. И тогда это человек какой-то, которому можно пойти за советом, которому можно пойти учиться. Или, например, даже пойти переучиваться, то есть здесь имеет место какое-то профессиональное ориентирование. Только что я, помните, сказала, что все стрельцы должны учиться в духовных семинариях, или как это сейчас называется, академии духовной, не знаю. И вот этот человек – это некий духовник,
но это ваша душа, то есть духовник, духовный отец внутри вас, у каждого, надеюсь, он есть. И это может быть человек снаружи, реальное лицо, которое вот сейчас учит, преподает вам какой-то урок. Вот. С такими крупными картами можно не только работу поменять, но и, конечно, область деятельности, вообще сферу работы, то есть или географическая дорога может случиться, то есть шестерка мечей — это все-таки путешествие, вы можете уехать далеко для того, чтобы на новом месте по-другому, по-новому реализоваться. Если вы планируете в июне найти новую работу, то вот сильно если найдется, хорошо, ну пусть там можно будет как-то оценить, согласиться и посмотреть. Но карта же не советует сильно активно ее искать и не советует сильно торопиться выскочить на новую работу, потому что надо думать, время подумать, время что-то очень сильно оценить. А эта новая работа может изначально оказаться какой-то, ну, недолгой, непостоянной. Знаете, на какую-то зыбкую почву вы ступите, и все быстро все равно закончится. А вы все равно потратите время, силы, ну, наживете, как некоторые любят, пишут, говорят. Все приносит нам опыт, любые жизненные истории, все это все равно нам приносит опыт. Ну, хорошо, наживете еще один негативный опыт, еще один синяк. Дальше деньги, денежная история у Стрельца. Раз. Первая карта про деньги. Шестой аркан, карта влюбленной, да. Вас ждет крупный выбор, связанный с деньгами, какой-то важный, судьбоносный. Принимаете решение, как распорядиться своими накоплениями, сбережениями. Купить, не купить что-то большое, перенаправить деньги в одно русло, там, например, что-то инвестировать, или наоборот от этого отказаться и оставить при себе, и копить. Карта влюбленной, кстати, хорошая. В целом она описывает ресурсы денежные, то есть вы что-то выбираете крупное, связанное с деньгами. Давайте подумаем логически, но это значит, что деньги есть, да? В противном случае вы бы не выбирали, у вас бы не было такой головной боли, как на нет из суда нет, да? Если нет денег, то вы и не думаете, куда их девать, а тут вы как раз-таки думаете, куда их девать. И обращайте внимание, нет мелочей в денежных делах, у вас в июне не будет мелочей. Все, за что вы возьметесь, новые заработки или новый бизнес, какие-то покупки, все это определит очень-очень надолго вашу судьбу. И карта это описывает, знаете, такие необратимые явления и решения ваши собственные, которые нельзя отменить. Вот нельзя отмотать назад, нельзя передумать. Все, если решитесь, поэтому 7 раз отметьте. Если будете что-то покупать, например, ну или продавать, это одинаково опасно, может быть, с точки зрения прибылей. Вторая карта про деньги вам расскажет королева мечей. Ну что ж, королева мечей – это карта тяжелых эмоциональных состояний. Она иногда описывает другого человека, в частности, какую-то женщину, соперницу и злодейку для вас в денежных делах, а иногда описывает вас. И вот эту вот вашу другую сторону души, когда вы становитесь злодейкой, соперницей и для кого-то вот такой вот пиковой дамой. Иногда говорят, что королева мечей – это конфликты, ссоры. Но нет, в меньшей степени. В основном эта карта именно эмоциональная. Она говорит, что какая-то тема в деньгах заставит стрельцов очень сильно переживать, очень сильно прям активно волноваться или злиться. Это может быть, вам придет желание отомстить или на ком-то, в чем-то отыграться. Поэтому карта
с любой стороны тревожная, я не могу сказать плохая, потому что, в конце концов, любые эмоции – это прозрение, это то, что помогает жизнь в конце концов менять. Но смотрите на людей, которые причастны как бы к вашим деньгам, к вашему бюджету. Старайтесь или не старайтесь налаживать с ними хорошие отношения. Кто-то может быть против, понимаете? Кто-то может быть против. Перевернулась карта отшельник. Я обязана вам огласить отшельник. Это тоже конец и начало в одной карте. Все серьезно. Угу. Десятка кубков достается вам здесь. Третья карта. Это очень, в целом, хорошая. Она описывает, вот опять же, те же самые ресурсы, буквально те же самые деньги. Карта называется это изобилие. Поэтому можем предположить, что деньги как раз у вас в июне будут в изобилии, даже немножечко через край, даже немножечко больше, чем надо, чем вы готовы охватить, чем которым больше, чем те, которым вы можете порадоваться сейчас, чем те, которых вы ждали. Вот. Да, с этими, то есть хорошие денежные ресурсы, возможность тратить, праздник, проводить какие-то праздники, бессмысленные траты предполагаются по этой карте, или траты не на себя, например, это какая-то помощь родственникам, там, не знаю, каким-то вот друзьям, трата на удовольствие. И, то есть хороший доход, карты обещают, хорошие деньги. Хотя это не денежная напрямую карта. Видите, это кубки. Опять же, карта настроенческая. Не сами деньги, вот не путайте, потому что вы будете ждать, что вам там наследство какое-то придет. Нет. Десятка кубков не сами деньги описывает, а ваше настроение про ваши деньги. А настроение это все-таки, понимаете, это тоньше. Это много зависит от вашего гороскопа, от ваших привычек. Позитивно или пессимистически мыслить. Вот. Понимаете, да? Десятка кубков говорит, вы будете счастливы вашими деньгами, вашим бюджетом. Вы не будете испытывать какое-то давление, нехватки, какого-то дефицита. Однако с этим достатком вот соседствует либо чья-то активная прямо зависть, вот, либо ваши переживания о том, например, чтобы этот достаток никуда не делся. Это ведь тоже важно. Теперь 3 карты на любовь. Июнь – это романтическое время, когда начинаются курортные романы. Я вам всем, дорогие стрельцы, советую, если не курортный роман, то хотя бы курорт. Попасть на курорт, попасть к морю и развеяться. А мы сейчас спрашиваем карты, что вас ждет в любви, какие романтические истории, какие романтические счастливые приключения, переживания могут вас настигнуть в этом месяце. То, что это будет обязательно, я даже не сомневаюсь, но нам нужны подробности. Первая карта. Угу. Идеальное попадание. Идеальное попадание, потому что это двойка кубков, эта карта и называется любовь. Видите, на ней всегда изображают пару. И здесь молодой человек и девушка, кубки, как положено. Кстати, обратите внимание, что именно эта карта на рубашке этой колоды находится. Это подчеркивает важность, да, значимость, значение этой карты. Двойка кубков обещает вам, любовь, партнерство, нахождение с кем-то в паре, потому что карта обозначает именно пару. Почему так важно вот это слово «пара»? Почему я его несколько раз повторяю? Потому что конфигурации, на самом деле, вот эти вот любовные, бывают же самые разные, да? Бывают треугольники любовные, бывают и 5-6-угольники, но не об этом. Двойка кубков обещает взаимную любовь, взаимность чувств и, самое главное, очень-очень подходящего человека. Подходящего. Никаких мезальянсов, никакой невзаимной любви, никаких
Ну, знаете, разница в возрасте, росте и социальном положении. Обратите внимание, всегда на двойке кубков, в любой колоде, вот, какой бы я сейчас даже не взяла, вот эти парень с девушкой будут одного роста, одного телосложения, одинаково одеты, я имею в виду хорошо, ну то есть по цене, да, примерно мы предполагаем. Естественно, какая-то идиллическая картинка, очень благополучный фон, но они должны быть одинаковые. В этом смысл карты. Вы одинаковые, вы подходящие, вы идеальные друг для друга, и вы одинаково в этих отношениях вкладываетесь. Чувствуете особенность? Посыл карты, он особенно, потому что ведь есть и другие карты в колоде, которые обещают вам любовь, новую встречу, там, свидания, какие-то переживания или даже брак. Но только двойка кубков говорит, что вы как бы созданы друг для друга. Вот понимаете, что-то такое парное очень здесь идет. И парные предметы. А вы знаете тоже, пока вспомнила, отвлекусь, для тех, кто хочет найти себе пару, советуют экстрасенсы, да и астрологи, вообще все советуют побольше парных предметов дома держать. Понимаете, да? Ну, на всякий случай, просто чтобы вы помнили. У меня нет парных предметов, я так прихожу к выводу, что у меня вообще нет парных предметов нигде, ну, я и не ищу. Вот, любовь. Новое знакомство, да. Воссоединение, да. Возвращение бывшего, да. Благополучное возвращение прежней любви. Да, будьте не одиноки. Очень хорошие новости для тех, кто страдает от одиночества. Вторая карта про любовь. Для Стрельца, да. Это карта справедливость. Хорошая, на тонком уровне, на тонком плане. Это старший аркан, карта справедливость. Говорит, что высшие силы, ангелы, ну вообще судьба Вселенной будут справедливы к вам в любви. Вот мы же все ищем какой-то справедливости. Для себя в основном, да? Во всем, чтобы к нам вот относились и люди, природа, вообще небо, все относилось справедливо к вам. Вот в любви вы, похоже, что заработали эту самую справедливость. Каждому отмерит судьба по, ну, если не по потребностям, то, по крайней мере, по возможностям. Вот. А в прикладном смысле карта справедливость чаще других обозначает брак, просто заключение брака. То есть стрельцы будут заключать браки официальные, поход в ЗАГС. Вот. И мне кажется, что здесь какой-то вообще идеальный сценарий. Мы видим нахождение пары и очень скорое создание семьи, заключение брака. Все очень просто. Даже если это новое знакомство, июнь – это месяц, это целых 30 дней. За 30 дней, я вас уверяю, я вижу много человеческих историй, можно запросто и познакомиться, встретить подходящего человека и подать заявление, да, там регистрации еще не будет, потому что там, наверное, назначат какой-то срок, но это разница не меняет. Нечто похожее на брак может быть, то есть помолвка или карта официальная. Она говорит, что ваша любовь, ваше чувство, вроде бы такая иррациональная история, но очень тесно пересечется ваша любовь с чем-то официальным. Официального в любви много. Это и знакомство с родителями. Да, это официальный момент, когда вы с родителями там, жениха или его со своими знакомите. То есть что-то официальное. Это и предложение официальное, может быть, какое-то такое. Вот. О браке. Да, по-моему, это очень все хорошо. Здесь есть и чувства, кубки, и серьезность, и постоянство, и бумаги какие-то, документы. Королева кубков перевернулась. Это для тех, кто следит. Вдруг следит. Так. И карта Луна вам выпадает, что очень-очень неплохо. Вот в каком-то другом месте, например, на работу, на деньги, даже на семью. Карта Луна
плохая. Потому что это ненужные тайны, это ненужный эмоциональный расход, это какая-то запутанность, туман, зыбкие почвы всевозможные, это опасность наступить во что-то холодное и вязкое. А вот для любви здесь, в таком соседстве, эта карта хорошая. Потому что, она обозначает именно любовь, то есть чувство, как энергетический кусок, вот этот, что такое Луна, да, это же, как и Земля, как любое небесное тело, это большой-большой магнит, то есть сгусток энергии, и эта энергия есть, любовь придет ко многим. Правда, Луна всегда связана с тайнами, и ваше чувство отчасти может оказаться вот прям буквально тайным. То есть вы часть его, наверное, обнаружите, но и часть предпочтете припрятать пока, не признаваться в чувствах. Это, возможно, тайная любовь другого человека к вам, тайная любовь вашего партнера. И тоже мы видим, что это не тайные отношения, прошу не путать, но это тайные чувства, возможно, чувство, привязанность у этого человека, у вашего июньского нового героя. Чувства будут больше, чем он показывает, чем он хочет, чтобы вы знали. Вот. А также карта Луна обозначает срок продолжительности в 1 месяц, 1 лунный месяц. Это почти по длине совпадать с календарным месяцем. И, как я вам сказала, за месяц. Видите, у нас это слово как бы всплыло, да? За месяц вы можете и познакомиться, встретить подходящий человек, и замуж выйти официально. Вот так вот. И здесь карта говорит, на что-то потребуется всего лишь месяц. Это может быть и тут плохой смысл можно увидеть. То есть вас ждет роман продолжительностью в 1 месяц лунный. Почему бы и нет? Такие тоже нужны, бывают тоже очень яркие и запоминающиеся. Это, знаете, курортный роман, да, может быть, если вы в санаторий в какой-то на месяц приехали, то у вас ровно месяц эта история продлится, что тоже я абсолютно не против, я считаю, что это нормально и должно быть. Вот. То есть карта говорит, что-то продлится месяц, что-то нежелательно, например, закончится через месяц, и эта же карта говорит, что вы что-то успеете за месяц, ваша личная жизнь, какая-то энергетика вашей сердечной жизни, вот, именно ровно за месяц очень поменять. А еще карта Луна – это беременность, это буквально все женские вот такие физиологические репродуктивные дела. Вот. А беременность, как известно, наступает от любви. И теперь семья. Для Стрельца. Что ждет Стрельца дома, по месту жительства, среди родственников? Дом, недвижимость, квартира и ваши родные. Приватная жизнь. Так, первая карта про семью говорит. Много неплохого, да. 4 пентаклей, денежная карта. Жадность ее часто называют, но она денежная карта, она говорит о сохранении чего-либо, сохранении и наступлении какой-то стабильности. 4 пентаклей – это еще и строение, крепость, дом как стены, покупка дома, обустройство дома, оформление документов, кстати, на недвижимость может быть здесь. То есть по этой карте вы что-то сохраняете, обретаете какую-то ценность. Вот дома, связанную с семьей и бытом. Это может быть и покупка мебели какой-то новой, любые выгодные, обдуманные вложения в семейные дела, в квартиру вашу. Вот. 4 пентаклей советует, что она советует? Жадничать и накапливать, то есть хозяином себя чувствовать, не распылять и не распыляться, не распылять деньги и не распыляться на ненужные эмоции или разговоры дома, а как раз думайте о доме. Вот знаете, есть такой смешной анекдот, что ли, какая-то такая история с таким финалом: «Думай о доме». Да? Вот это вот карта говорит: думай о доме,
Дом как крепость здесь выступает. Эмоций придется на тему работы много затратить, например. Вот. А дом стоит. Вторая карта здесь. Опять про дом. Видите, 4 пентаклей про дом. Она, собственно, в некоторых колодах на ней дома рисует. 10 пентаклей. Опять про дом. Это, друзья мои, это благополучие семейного бюджета. Самое главное. С любой стороны, выгодный семейный бизнес, хорошее наследство. Кстати, это карта наследства. Именно по этой карте дома и земельные участки в наследство вы получаете. Ну и вообще такое разное благополучие. Новый дом. Все складывается для стрельца в новый дом. Переехать, не знаю, там купить, поменять, новые стены. Но даже если вы перекрасите эти стены, то, мне кажется, это подойдет. Ну а самое главное, что это достаток в доме, покой в доме. Здесь дом выступает как ваша крепость. То есть снаружи дома мы видим какие-то бури носятся и масса переживаний. А дома все идеально хорошо, все на своих местах. И на все хватает денег на достойную жизнь. Ну, еще одна карта вам здесь. Отшельник, она уже выпадала, но мы так, видите, переворачивалась карта, когда я их мешала, но нам от нее, похоже, не уйти. Отшельник – это путь, это дорога. Опять же, мы склоняемся к смене дома. Похоже, что стрельцы в массе своей готовятся этот самый дом поменять. Дорога дальняя или близкая может здесь получиться. Это может быть дорога и новый дом на другом континенте. Или новый дом буквально в соседнем подъезде, там неважно. Но переезд очень-очень вероятен. Если мы не рассматриваем именно переезд, то это смена каких-то очень материальных или денежных сил в семье. То есть какой-то иной материальный уклад. Почему? Ну, во-первых, это и ваши доходы могут здесь учитываться. Это доходы других членов семьи могут быть. Кто-то разбогатеет, кто-то будет больше зарабатывать, ваш подросший ребенок или ваш муж. И поэтому вы вот либо квартирку получше себе присмотрите, либо просто имеющиеся получше обставите. Но это все равно перемены, счастливые, очень благополучные перемены дома. Тут уж никаких ссор, никаких дурных эмоций нет. И одну карту, как совет, я хочу вам предложить из какой-то другой, вот из этой колоды. Здесь только старшие арканы, соответственно, ничего лишнего мы мелкого не увидим и не вытащим. Совет для стрельца. Угу. Видите, опять карта справедливость, правосудие, справедливость. Здесь она так подписана. Она вам выпадала уже, эта карта, в гадании на любовь. Ну что, мы подтверждаем. Давайте подтверждаем. Близость брака для вас, официального брака. Похоже, что... Понимаете, как здесь карты и темы перетекают одна в другую. Близость брака и поэтому новый дом. Здесь просто как по нотам, да? Пара, взаимный, очень оправданный интерес, замужество и новый дом. Молодая пара, вот она, въезжает в новый дом. И здесь, собственно, карта подчеркивает значимость именно такого официального события в любви для стрельца. Но, конечно, правосудие много значит и на любую другую тему, и имеет какой-то высший тонкий смысл. Эта карта. Она о справедливости. Советует вам быть справедливыми, спокойными и очень справедливыми. Никаких истерик, никаких срочных, каких-то спонтанных решений у вас не должно быть. Никакой, вот знаете, такой вот мелочности и суеты. То есть вы должны взвешивать буквально все. Свои возможности, свои слова, свои поступки. Тише едешь, дальше будешь. Да, возможно, этот принцип тоже тут работает. То есть
это время ждет от вас стабильности и рассудительности. Ну что ж, стрельцы, достаточно выразительные, хоть и не всегда гладкие карты, не всегда идеальные, да, карты, не всегда идеальную картинку жизни в июне вам описали. И тем не менее, я вам желаю счастливого, гармоничного месяца, а мы с вами, надеюсь, еще увидимся.